Итак, друзья, я продолжаю записывать свои видосики по поводу того, как создать что-то неимоверное с помощью WebGL 3.js. Серия данных уроков у нас с вами о шлеме Мандалорца. В данный момент я немного его уже модифицировал. Как видите, здесь появилось такое красное свечение, типа это стекло с таким красным свечением. Я думаю, цвет еще мне нужно будет подобрать. Просто здесь было бирюзовое. В общем-то, здесь был вот этот код. Я его поменял на вот этот. В предыдущем видео на моем канале есть информация о том, как перейти на 151-ю, допустим, версию 3.js. Значит, если у вас версия ниже, допустим, около 140-й, то желательно это сделать и следовать за мной. Для того, чтобы создать эффект стекла, такого прозрачного стекла с настоящим физическим просчетом его свойств, то есть не просто какая-то прозрачная хрень с отражением, да, а именно физическое стекло, которое имеет преломление света, которое искажает пространство за собой. Вот такой вот урок у нас с вами будет. Вот эти вот все параметры вы можете найти в Mesh Physical Material, который доступен, опять же, я напоминаю, с приблизительно 140-й версии 3.js. Но лучше установить самую крайнюю, которая для вас будет доступна в данный момент времени. Все эти параметры вы можете найти здесь. С ними поиграться и понять, что они из себя представляют. Значит, на моем канале есть пример того, как это может вообще потенциально выглядеть. Допустим, вот я включу сейчас это видео, и в нем очень хорошо видно, каким образом работает материал стекла. Единственное, что здесь, конечно же, нужно поиграться с настройками всяческими, но здесь четко видно. Допустим, кристалл, стрелочка, они имеют определенные физические свойства реальных каких-то объектов, тем самым придают большую реалистичность вашей сцене. Первый шаг к тому, что я задумал, это, соответственно, создание такого прозрачного стекла, но пока оно не прозрачное, а черное, соответственно, мне необходимо будет каким-то образом придумать, как мне сделать его прозрачным, чтобы было видно, допустим, тыловую и внутреннюю часть его, затем, как это все заанимировать таким образом, чтобы я хочу, да, придумал так, чтобы, допустим, от каких-то точек, которые есть в этой сетке этого стекла, я думаю, вы понимаете, какой сетки, то есть, если я сейчас сделаю wireframe, то сразу станет понятно, у каждого 3D объекта есть своя сетка. И вот физически мне надо добиться того, что из каждой точки, вот допустим, вот этой, идет некоторый такой, то ли пучок, я еще не знаю, то ли просто точечка, как снежинка, какая-то звезда, внутрь этого шлема. И когда шлем, допустим, у нас сейчас вверху, да, находится шлем, когда он находится здесь, в этой позиции, к нам полностью передней его частью, то, соответственно, эти снежинки или линии, я еще до конца не знаю, как я сделаю, они уходят очень далеко, буквально делая таким образом бесконечность. Каким образом я это реализую, я еще пока не знаю. Возможно, мне даже придется перерисовывать эту модель каким-то образом. То есть, либо делать ее половинчатой как-то, либо просто убирать немножко сзади, вот здесь вот, типа такого, вот эту вот часть убирать на время. Либо как-то еще думать, либо применять какой-то материал с прозрачностью. В общем. И когда этот шлем, соответственно, будет ворочаться то в одну, то в другую сторону, по скроллу, как вы знаете, он у нас ворочается. Соответственно, мне надо, чтобы эти лучи, допустим, проходя вот
с такой позиции в эту, они уже оставались где-то внутри шлема, и их было не видно. И, соответственно, вот эта задняя стенка, она тоже должна быть какой-то непрозрачной, видимой для глаза, так сказать. Ну и, в общем-то, приступим. Итак, друзья, что же, приступаем к кодингу. И изначально я делаю так. Беру источник света и ставлю его внутрь шлема. Для чего? Для того, чтобы понять, какой материал и как его настроить. Также я добавлю бокс Geometry для того, чтобы расположить его внутри шлема, чтобы опять же понять, как настроить мне материал, Mesh Physical Material для стекла. Для этого я воспользуюсь просто стандартными функциями, которые есть в 3GS, которые вы должны, по идее, знать. Напомню, что сейчас любая геометрия в 3GS является буферной. Поэтому не обязательно писать, допустим, бокс буфер геометрии. Даже если вы хотите создать намеренно не буферную геометрию. И, как видите, у меня есть теперь такой helper типа бокс, и он расположен ровно в том месте, где и свет. Поэтому коробка в данной ситуации является небольшим хелпером и показывает мне, какое свойство есть у стекла. Как видите, если бы я просто добавил Mesh Basic материал, то у него не было бы размытия, вот этого вот классного размытия, которое дает Mesh Physical Material. Естественно, это добавляет некоторой реалистичности. Напомню, что данный материал появился там буквально в нескольких версиях 3 назад. Ну, например, там 149, я не знаю точно в какой именно, но я знаю точно, что в 151 он есть уже. Как видите, здесь есть небольшое такое преломление даже, что ли. То есть, это реально хорошая имитация стекла, так скажем. Это, естественно, не просчет, как, допустим, если бы вы делали там стекло в блендере, либо же в 3D Max, либо в любой другой подобной программе. Но, тем не менее, это то, что может делать видеокарта на лету, поэтому имеем такой вот вид. Я пытаюсь здесь покладывать настройки для того, чтобы мне понять, как именно сделать так, чтобы было соответствие тому, что я задумал. Вы видите, если я ставлю черный цвет стекла, то все, что находится сзади, становится невидимым. Теперь меня начинает бесить то, что 3GS отрисовывает шлем так, как будто его верхняя часть является прозрачной. И меня это, конечно, обескураживает. Почему-то видна задняя его часть, хотя по идее, если бы он был реальным и был бы такой источник света, то она не должна быть видна. Как видите, она прям блестит там. Поэтому я открываю Blender и пытаюсь сделать так, чтобы задняя часть имела черный матовый цвет, материал такой, чтобы визуально, когда пользователь будет видеть нашу с вами модель, он не видел задней ее части так отчетливо. И она, естественно, таким образом не сверкала, как я вам показывал только что. Для этого я выделяю и всю ее внутреннюю часть, всю внутреннюю часть шлема. Создаю новый материал, ставлю ему черный матовый цвет и применяю. Также я импортирую ее, вернее экспортирую, создав при этом новую копию модели. Здесь я меняю сейчас ее. Как вы видите, пытаюсь понять, как можно к ней применить нужный для меня материал, но я почему-то не учел, что
Это же я не отдельную модель сделал, вернее, не отдельный элемент модели, а просто применил к этому элементу шлема, да, к определенной его части, определенный материал всего лишь. И поэтому я вернулся в Blender и здесь уже допилил те настройки, которые мне нужны. И все. Получилось, по идее, так, как я задумывал. То есть черный матовый цвет, чтобы заднюю часть шлема я визуально не наблюдал. Теперь опять я вернул кубы, посмотрел, как он выглядит с этой новой моделькой. Теперь я пытаюсь понять, каким образом можно пройтись по всем элементам стекла и взять его позиции всех его точек и использовать эти позиции для того, чтобы создать в каждой из них цилиндр, по моей задумке, который должен лететь внутрь шлема, изображая при этом, такой гиперпрыжок внутри него, какую-то движуху, в общем, создавать, вроде бы как красивую. Опять же, я натыкаюсь на пример, который сейчас не работает. Если вы смотрели мое видео, за что можно ненавидеть 3GS, то там я подробно рассказываю. Я взял пример кода для того, чтобы вставить его в VS Code и посмотреть его реальную подсветку, чтобы понять, насколько я его могу использовать. Теперь я зашел в свою планетку и пытаюсь найти код, который позволил бы мне немножко ускориться. То есть, на самом деле, я уже подзабыл, как это делается. То есть, мне нужно достучаться до геометрии и потом какие-то параметры взять оттуда. А какие я достоверно не помнил, поэтому пришлось немножко помучиться. Теперь я сделал консоль log меши этой, убрал этот код, который мне не нужен, и сейчас смотрю, что здесь у меня вообще есть. Я просто не помнил реально, в каком именно месте расположены все эти точки. К тому же там еще float 32 array, который, так сказать, с забывшего взгляда не помнишь, что он обозначает. И вот я пытаюсь все-таки нагуглить это все. Так, уже почти нагуглил. Получается, мне нужно geometry, атрибут position. И зачем это сделал, я не знаю. Почему именно так он исправил. Я сейчас просто беру массив этот и прохожусь по нем, взяв каждый третий элемент его, по сути. Именно не каждый третий, а именно первый, второй, третий, допустим. И на следующей итерации я уже беру 4, 5, 6, на следующий 7, 8, 9 и так далее. То есть итерацию я за один проход увеличиваю на 3 сразу, для того, чтобы наполнить массив новый. Хотя нет, я здесь же не создаю новый массив, потому что это лишняя операция. Для того, чтобы просто создать цилиндры в каждой из необходимых для меня точек. То есть сзади стекла, я предполагаю, что у меня создается некоторый цилиндр, который летит внутрь шлема. То есть цилиндр, он имеет определенную толщину, определенную высоту. И летя внутрь шлема, он создает такой типа вау-эффект. По идее, должен создавать. Сейчас я создал pseudo-Linus, этот элемент, который, по моей идее, должен располагаться именно в том месте, где сейчас находится стекло. Но 3GS это не HTML. Если вы в HTML создадите div, то он, и не будете задавать там ему каких-то специфических z-индексов, либо расположения жесткого там какого-нибудь, то этот div будет лежать возле предыдущего дива. В 3GS в мире не все так просто и однозначно. Если вы создаете какой-то элемент, который по идее должен иметь такую же позицию, как и его
ну, родитель, либо же тот элемент, на основе которого он создается, то по идее он должен лежать рядом, но не в мире 3GS. В мире 3GS он будет лежать где угодно, но не рядом. Как показывает вот этот вот мой опыт. Я здесь сделал итерацию, если больше, допустим, 100, то я делаю брейк, то есть останавливаю, чтобы не так нагружать процессор, и все это происходило гораздо быстрее, чтобы облегчить себе понимание, где вообще находится этот элемент. Логика ровно следующая. Мне необходимо взять все точки, из которых состоит стекло шлема, пройтись по ним, взять первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, это и будет вектор 3. То есть каждые 3 позиции в массиве позиций точек стекла, это есть вектор 3 позиция этой точки. Соответственно, из каждой этой точки мне нужно пустить этот луч, предполагаемый мой луч. Для этого я создаю новый элемент, чтобы его как-то уникализировать, возможно, задать ему определенную высоту, то есть для каждого из этого луча задать свою высоту какую-то, возможно, задать какую-то свою уникальную анимацию, чтобы они не все вместе летели, а летели как-то отдельно. И вот у меня уже что-то начинает получаться в плане того, что я приблизительно нашел геометрии атрибута с position, вот этот вот важный момент, я приблизительно нашел, что мне необходимо уже делать. Но, значит, все эти элементы мне нужно как-то сгруппировать. То есть изначально я создаю просто группу, в которой в итоге будут находиться все элементы вот этих моих будущих линий, которые сейчас выглядят как красные квадратики такие. Вот эти красные квадратики в будущем я превращу в линии. Просто сейчас они красные квадратики для того, чтобы понять вообще, где это расположено, в каком месте, как это потом позиционировать. И получается, так как у меня есть лишь точки, то есть у меня есть стекло, у этого стекла есть точки, я эти точки взял, и на месте каждой из них я создаю вот эти красные квадратики. Но, как видите, не все так просто. Я пытаюсь тут немножко UV-шки потрогать. И еще там в атрибутах какие-то есть дополнительные штуки. Но мне нужны именно позиции. Как видите, здесь все печальнее. На самом деле, с позициями было все четко. Я пытаюсь даже что-то там нормализнуть, но как бы это не очень правильно. С позициями здесь все четко, просто единственное, что создается данный объект не в таком положении, как необходимо, то есть он немножко перевернут. И вот здесь до меня это дошло, и теперь, получается, я объединил все эти красные плейны в единую фигуру, и теперь могу ее позиционировать. Но смотрите, получается, видите, она по бокам немножко уходит, поэтому мне ее нужно скейлить для того, чтобы она помещалась внутрь шлема. И применить к ней позицию, которая наиболее подходит. Здесь приходится заморачиваться, потому что подобрать ту позицию, которая именно нужна, которая будет наиболее правильно смотреться, достаточно проблематично. Вот я применил позицию, здесь все-таки геометрия атрибуты с position беру из массива. Как видите, я сделал правильно, но единственное, что, опять же, в мире 3GS эта фигура в итоге появляется, фигура, состоящая из этих новых, плейнов, она появляется вообще неизвестно где, в каком размере. Точнее сказать, в принципе, это все правильно, потому что шлему самому я применяю определенные, позиционирование, допустим, там скейлинг, да, то есть масштабирование.
И из-за этого, соответственно, координаты его, как бы типа настоящие, где он лежит, они гораздо, ну, в других местах находятся, в общем. И из-за этого идет такое несоответствие. Поэтому приходится вот этим вот моим новым квадратиком подбирать позицию, которая бы еще к тому же была такой, которая бы не выходила за рамки этого шлема вот по левой и правой стороне. То есть ее, эту фигуру новую, как бы новое условное стекло, да, из красных квадратиков состоящее, необходимо также, ну, масштабировать еще и подбирать. При масштабировании, кстати, еще нужно перемещать ее опять же. То есть изначально лучше масштабировать, а сделать ее немножко меньше. Типа представь, как будто это голова, да, и шлем. Голова, она по радиусу меньше, чем шлем, поэтому с этими красными квадратиками нужно сделать то же самое. Иногда я перезагружаю свою разработку, потому что она бывает тупит. И здесь я пытаюсь по оси Y выставить так, чтобы линии будущие не выходили за рамки стекла. Но это сделать достаточно проблематично, потому что каждый раз, когда происходит изменение, масштабирование скейла, то приходится переделывать и позицию. Но тем не менее, теперь у меня перестала, кстати, работать прокрутка, потому что я здесь сделал if old scroll %, то есть для теста я его сделал, либо же для устранения предыдущей какой-то ошибки. Теперь я попробую перенести это все вверх, потому что он мне пишет, что эти функции необходимо сначала инициализировать, так как это let, а не var. Как вы знаете, их надо перенести вверх, но мне просто нужно было убрать эту проверку, которую я сделал ранее. И здесь я как бы немножко затупил на этом. Пришлось останавливать видео, запись и делать все заново. И опять же, видите, получается, из-за того, что мне нужно было не на сцену добавлять, это как бы второе стекло, условно назову его, чтобы каждый раз не говорить эти красные точки. И из-за того, что мне нужно было не на сцену добавлять, а именно к самому шлему. Шлем у меня называется Scene GLB. И вот видите, вот это вот чудо меня начало бесить жутко, и поэтому я открыл Blender и постарался сделать так, чтобы избавиться от зазоров, которые есть между стеклом и как бы боковыми частями шлема. Но, конечно же, это не дало своего результата, потому что для того, чтобы это сделать, нужно было бы либо исходник открыть, то есть прям взять STL модель, которую я изначально качал шлема, изменить там это все, затем как бы экспортировать эту модель. Но, во-первых, я забыл уже, где находится изначально эта модель. Ну и как бы постарался сделать это меньше и как бы меньшими временными затратами. Тем не менее, получилось, что лучше бы я, наверное, нашел исходники, чем вот это вот все, потому что получается здесь очень странно сделано, что в одной точке может быть несколько точек, и поэтому перемещать их очень тяжело, потому что в 3GS вроде бы стекло и шлем это разные элементы, а в блендере, когда открываешь, это одна и та же модель. И получается, что чтобы сделать это красиво, нужно очень сильно постараться. Я не настолько силен в блендере, чтобы понять, как это сделать быстро и безболезненно. Я пытался выделить эти точки, переместить их просто так, но, как видите, получается тогда стекло искажается в этих местах, где я его редактировал. Я попытался выделить стекло на новый слой, как бы на новый, отрезать его от шлема, и
и немного его исказить с помощью модификатора Scale, то есть масштабирования, чтобы, по сути, его загнуть, и таким образом оно бы вошло, вот эти вот дырочки, короче, которые находятся по бокам, они бы убрались. Но из-за того, что Blender пересохраняет потом модель каким-то непонятным образом, то есть дублирует ее. То есть, допустим, стекла получается два почему-то, я не понимаю, почему и как от этого избавиться. То я, в общем, на это все в итоге забил. Как видите, я щепетильно и тщательно стараюсь это все сделать, то есть убрать этот баг, выделяя там буквально каждую линию, стараясь избавиться от него. Но, тем не менее, в итоге все равно мне пришлось отказаться от идеи редактирования, потому что, в принципе, вы все равно, если даже будете использовать эту модель, то вы будете использовать какую-то свою модель, возможно, для теста чисто она у вас будет, но возможно вообще вы не заметите этих багов, либо ваши пользователи не обратят на это внимания. Ну, в общем, по сути, только время зря потратил, к сожалению. Вот здесь, получается, в блендере все четко. Есть три как бы разные модели. Вот видите, я скейлом сделал, и вроде бы по идее должно работать. Но когда я импортирую все это на WebGL сцену, сейчас увидите, сохранил здесь, допустим, да, имя взял, переменил здесь, и теперь, получается, мне нужно будет искать опять, в общем, опять переписывать код какой-то. Почему оно так делается, я вообще не понимаю. То есть появилась какая-то мэш, дополнительные группы. Зачем так делает 3 или сделал Blender, достоверно мне непонятно, потому что в Blender вроде бы всего 3 модели, как бы 3 элемента в одной модели. Нет никаких групп, ничего. А здесь получается 2 мэши и 2 группы. И в этих группах еще мэши. Вообще непонятно. То есть, видите, здесь 4 мэши. Ой, 5 даже. Как бы для меня это непонятно. Как увидеть это все в блендере, тоже непонятно. То есть это опять же нужно изначально брать исходники, потому что я так понимаю, когда ты импортируешь GLB модель, я тут попытался найти всякие скрытые элементы, но без результата. Когда ты импортируешь именно GLB модель, то не совсем корректно она это делается, либо же экспортируется некорректно, либо же 3GS чего-то там придумывает себе. Вот, в общем, я оставил так, как есть, потому что это не критично. Наша с вами задача именно сосредоточиться на том, как реализовывать код, а не на том, что на модели есть какой-то баг. Потому что в любом случае, наверное, вы будете использовать, если вы будете даже использовать этот код, то вы будете использовать какую-то свою модель. Моя задача не научить вас, как в блендере колупаться, да, а как именно реализовывать новые и новые функции, возможности 3GS. И вот, в принципе, у меня уже, я изменил Plane Geometry на Cylinder Geometry, и сейчас я попытаюсь понять, как мне все эти геометрии объединить в одну буферную геометрию, но я вспомнил, что на самом деле у меня все это и так лежит в буфер геометрии, потому что сейчас 3GS оптимизирует все более-менее. И мне понадобилась функция из моего старого кода, это get random float, то есть получение типа псевдослучайных float значений, то есть, допустим, от какого-то диапазона, например, min 0,5 и max 1,5, чтобы высота цилиндра у меня была разная, чтобы как-то уникализировать его. И вот, в принципе, я этого эффекта добился. Единственное, что теперь мне нужно выяснить, на сколько градусов повернуть все цилиндры, чтобы они смотрели именно как бы в точку задней части шлема какую-то. Здесь я сделал
дополнительную константу z, чтобы ее использовать несколько раз. Получается, для того, чтобы заанимировать это все, мне необходимо, опять же, использовать z-координату, хотя анимирую я, как вы видите, позицию по y. Но из-за того, что у меня эта модель перевернута, то есть мое псевдостекло, как бы второе стекло перевернуто, оно лежит как бы на полу своей большей плоскостью. Здесь я забыл, как дилей пишется, и еще там что-то забыл в Anime.js, то, соответственно, анимировать приходится по оси y и использовать координату z, увеличивая ее значение на какое-то количество. Допустим, здесь у меня увеличивается на 5 метров, но почему-то, скорее всего, из-за того, что модель-то сама уменьшена у меня теперь получается, и 5 метров, соответственно, тоже пропорционально уменьшаются. Здесь я пытаюсь подобрать какие-то адекватные числа, чтобы у меня изначальная позиция, допустим, z была возле стекла, с задней стенки как бы его, а вся остальная анимация шла уже в бесконечность. И здесь я просто подбираю, как мне правильно, с моей точки зрения, условно правильно заанимировать их, сделать повороты по оси X, примерно. Я думаю, вы понимаете. Здесь я подбираю высоту, то есть рандомизирую высоту, то есть делаю разную высоту для цилиндров, чтобы как-то более красиво оно смотрелось все. И iteration больше 500 я делаю break, потому что, чтобы меньше нагружать компьютер и делать меньше вычислений, соответственно, быстрее все это заводится для теста чисто. Подбираю здесь материал для стекла, чтобы, естественно, линии эти были видны, но при этом оно оставалось черным. И вот у меня сейчас вторая часть, которую я записывал уже на следующий день. Здесь я пытаюсь как-то немножко убрать то, что мне не нужно, всякие там тестовые штуки, которые я делал ранее. То есть тупо очищаю код от мусора. Так и происходит, собственно, запись моих уроков. Если вы видите реально, что я достаточно много трачу времени на это, то я буду очень признателен, если вы поставите лайк, поделитесь моим видео с другими людьми. И вот я дошел до той части, когда я использую что-то типа overflow hidden. Это когда в CSS вы берете и скрываете элемент, который выходит за рамки того контейнера, в котором он лежит. Грубо говоря, есть у вас монитор, а есть монитор больше, чем ваш монитор. И если вы делаете overflow hidden для вашего монитора, а представим, что тот монитор лежит внутри вашего, то, соответственно, больше монитор обрезается до уровня вашего. И вот эта вот штука, вот эти вот синий, красный, желтый, там, как они называются здесь, типа, клипы, клип-плейн, они позволяют, собственно, добиться этого эффекта, когда определенный объект, соприкасаясь с ним, передвигаясь дальше или располагаясь дальше, чем есть вот этот клип-плейн, он обрезается. Таким образом, мы добиваемся эффекта такого же похожего на CSS. Единственное, что здесь необходимо не забыть добавить настройки. То есть, во-первых, добавить для рендера возможность использовать эти клип-плейны, а во-вторых, для самого материала необходимо добавить вот такие вот параметры. Смотрите, вот клип
Clipping Planes и Clipping Inter, там что-то там. Ну, они только что были, если вы хотите, перемотайте чуть-чуть. Либо сделайте скорость воспроизведения видео немножко меньше. И вот получается, когда шлем мой передвигается, вот эти задние линии, которые расположены уже сзади него, они становятся не видны сбоку. Хотя, по идее, они должны быть видны, ну как бы, но это будет уже, естественно, баг. Все, что находится вне пределов этих клип-плейнов, как видите, да, вот сейчас было видно хорошо, все это обрезается, но именно тот материал, который нам нужен, которому мы это свойство задали. Сейчас я попытаюсь убрать ненужные для меня вот эти клип-плейны, потому что мне всего нужно 3. Я делал вот такое вот количество для того, чтобы 100% моя бегущая строка на девочке, если вы помните, она обрезалась ровно в тех моментах, где мне нужно было. Вот я начинаю немножко тут двигать их и убирать те, которые мне не нужны. Смотрите, получается Clip Planes, это у меня array такой, который позволяет мне использовать хелперы, которые подсвечивают места нахождения этих плейнов, собственно. К сожалению, эти плейны я не нашел способ, как передвигать. То есть я пробовал, по-моему, их даже и транслейтить в том числе, но они никак не двигаются. И из-за этого, по крайней мере, для уровня обучения этого хватит. Но если вы делаете продакшн, то нужно уже будет как-то более заморачиваться с этими плейнами, потому что, смотрите, вот когда уходит, допустим, вправо, то, естественно, они обрезаются ровно там, где стоит этот плейн. И визуально видно, что эти линии перестают бежать. Например, вот в этом моменте. Хотя, по идее, они должны бежать. То есть шлем, когда уходит в правую сторону, обрезаются эти линии, хотя они не должны обрезаться. Но как двигать эти плейны, я не нашел. Здесь меня начинает бесить то, что я хочу сделать так, чтобы цилиндр начинался анимироваться, его высота именно, от начала задней стенки стекла и в бесконечность, допустим, да, то есть такой длинной линией получался. Но цилиндр почему-то в 3GS имеет центр как бы вот этой вот анимации своей высоты по оси Z, да, если мы делаем scale по оси Z, то он анимируется не, допустим, снизу вверх или слева направо, а он анимируется с центра в стороны. Это, конечно, дико неудобно. Я пытался исправить этот баг. Возможно, здесь также можно использовать mesh line, то есть взять, допустим, посмотреть видеоурок по планете, там, где я использую mesh line, вы можете, если вы хотите. Потом взять mesh line и анимировать их вот так вот бесконечность как бы. Я бы мог это сделать, но уже достаточно много времени я и так потратил на это. Плюс видео целый час идет. Растягивать его не очень круто, потому что в итоге такие видео как бы вам не интересны, судя по реакции. Вот, поэтому, пытаясь сократить время, я не стал тянуть мешлайны сюда. Хотя их можно было бы сделать, и это бы смотрелось круче, чем просто цилиндры. Потому что, еще раз напомню, цилиндр анимируется из центра в стороны. То есть он не анимируется, допустим, слева направо, если он лежит, допустим, как полоса прогресса на ютубе, да. Слева направо она идет, красная такая полосочка, да. А он анимируется именно с центра. То есть это достаточно тупо, и как это исправить, я не знаю. Я пытался контрнеоном
двигать его туда-сюда, но тем не менее это не подходит. Сейчас я пытаюсь заанимировать его высоту, поменять там хейт, сделать хотя бы как-то что-то пытаюсь, но в итоге это тщетно. Либо же нужно использовать другую библиотеку для анимации, либо хейт анимировать вообще нельзя. Насколько мне подсказал, забегая немножко наперед, ChatGPT, то он тоже подсказал, что необходимо, так же как и я, анимировать только масштабирование по оси Z, и тогда типа будет у тебя хейт анимироваться. Но опять же, оно анимируется из центра, а мне нужно, чтобы оно анимировалось с точки как бы левой в правую. Здесь там есть какая-то функция Euler, я не понял, что это такое, и даже с помощью переводчика я не понял, что это такое. Вот, я пытаюсь так оверфловить, но в итоге это не дает никакого результата, потому что в этом нужно очень хорошо разбираться во всем. То есть сидеть именно, тратить время, понимать, в чем прикол здесь, как это все сделать. То есть, опять же, пробовать. ChatGPT в итоге мне так и не подсказал, как это сделать. Видите, он пишет, вот так вот сделай, чудак. Но сделав вот так и применив к нему свои позиции, мне все равно не удалось. Он, видите, получается, код с чата GPT мне вообще начал выдавать какие-то дичи, и все равно не то, что мне нужно. Хотя, по идее, они должны смотреть все в одну сторону. Хотя бы в какую-то нулевую точку. А они вообще смотрят в разные стороны. Почему так происходит, я не понимаю. Видите, Scale Y он предлагает. Изначально я делаю Scale Y2. Все равно это все не то. Пробую мультиплей, скалар, там, разные, в общем, штуки пробую, чтобы хоть как-то приблизить то, что я хочу. Но в итоге, наверное, все-таки лучший вариант это использовать там мышлайну. Здесь я пытаюсь в видео «Таков путь по планете», варианты разные планеты, найти тот момент, где я анимирую линии. Вот эти вот линии, которые составляют карту, вернее, сетку над картой планеты. Но в итоге я нашел исходник и открыл его в своем привычном плеере для того, чтобы ускорить его больше, чем в 2 раза, потому что где-то вроде бы я помню, что я их анимировал. Но в итоге, забегая немножко наперед, я, оказывается, их анимировал шейдерами все-таки. И это мне не подходит, потому что, опять же, забегая немного наперед, шейдеры не видны через стекло. Через материал Mesh Physical Material шейдерный материал не виден. К сожалению, это так. А здесь на планете у меня анимировались эти линии только с помощью цилиндров, опять же, которые я создавал. И опять же они шли из центра в стороны. Они слева направо или сверху вниз, например, или снизу вверх. То есть со стороны какой-то нуля, грубо, к единице, а там получается от 0,5 к нулю и от 0,5 к единице идет анимация. Вот я пытаюсь применить шейдерный материал из своего кода по квантуму кораблю, который в космосе летает. У меня там есть видео. Пытаюсь применить к нему шейдерный материал, с помощью которого я анимировал на корабле фиолетовые линии, как раз то, что мне нужно. Но я
настолько увлекся кодингом, вот этим вот всем мыслительным процессом, что не посмотрел изначально то, что через стекло, опять же, я напоминаю вам, не виден шейдерный материал этот. То есть любой шейдерный материал, как я понял, он не будет виден через стекло. И вот они, линии мои появились, и даже одна из них анимируется. Почему одна? Потому что в анимации, в функции анимации я использовал, получается, применил эту анимацию только к самому первому созданному материалу. Почему-то, наверное, его нужно как-то клонировать, чтобы заанимировать все эти материалы. Вернее, все эти цилиндры, чтобы заанимировать, его нужно как-то было клонировать. Но опять же, если я его клонирую, то, скорее всего, анимация будет для всех однотипная и одновременная. Соответственно, для каждого из цилиндров мне нужно создать свой материал, а затем по этому циклу, в массив добавляя этот материал, а затем проходиться по элементам этого массива в функции анимации, которая называется в данном случае тик. И уже там, в этом цикле, анимировать каждый из материалов по-своему, то есть чтобы это визуально выглядело случайным образом, то есть рандомно, а не однотипно для всех линий одинаково. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Вот они, мои линии, и они даже скоро будут анимированы. Единственное, что мне теперь нужно пройтись, вспомнить, как вообще for off пишется. Немного забыл. Теперь, как видите, для каждого из элементов вот этого нашего типа звездного луча, лучей, цилиндров. В общем, мне нужно создать свою анимацию. Но так как я в данный момент именно видео обратил внимание, что цилиндры не видны, потому что шейдерный материал, опять же напоминаю, то, к сожалению, мне пришлось откатиться обратно. Пытаюсь сделать стекло более белым, чтобы все-таки эти линии были видны, потому что когда оно более темное, их просто не видно. И как видите, почему-то, когда я делаю даже расстояние 200, то происходит какая-то дичь. И все равно эти линии приблизительно находятся на одном и том же расстоянии. Я этого не понимаю, почему так происходит. Если делаю 40, то почему-то они возвращаются вообще назад. Хотя по моей идее они должны уходить вглубь шлема, то есть уходить за пределы шлема на 40 метров, грубо говоря, а это, допустим, 10-20 расстояний ширины шлема или глубины шлема. Они почему-то приблизительно всегда находятся на одном и том же месте. Здесь я пробую брать рандомность для высоты линий, потому что, в принципе, они рядом друг с другом не расположены, приблизительно их высота одинаковая. Поэтому в этом особо нет смысла, но, по-моему, я потом верну обратно. Пытаюсь здесь заанимировать линии так, чтобы почему-то Anime.js, я не знаю почему, возможно из-за задержки, возможно из-за того, что он просто как-то нелепо рассчитывает этот путь. Получается, Anime.js
не от 0 до единицы анимирует линию. То есть, допустим, 0% анимации и 100% анимации за одну итерацию. А за одну итерацию он может сделать 100%, потом вернуться на 80%, например. Почему-то так. А потом прийти к 0. Я не знаю, почему именно Anime.js так анимирует. Возможно, нужно было здесь использовать именно Twin, но мне как-то лень это делать. Если вам интересен Twin, то я его делаю, показываю, как его можно применить в уроках по планете. Теперь я заметил такой баг, что из одной точки, где находится одна линия, выходят несколько этих линий. По идее, там должна быть только одна линия. Но выходит несколько линий почему-то. И я сейчас пытаюсь это исправить таким образом, что создаю новый массив, и в этот массив я... тут я немножко затупил, там у меня неправильно, в общем, код написал, и он плохо работал. Но в итоге я добился того, что я хотел, но потом я понял, что этот код очень нагружает процессор. В общем, смысл в том, что у нас есть массив, float 32 array, расположение каждой точки стекла. И почему-то авторы этого стекла, шлема, кто-то рисовал, он в одной точке нарисовал где-то по нескольку точек. Возможно, это сделала сама программа, как-то автор не заметил, и он решил, что пусть так и будет, да. Но получается, что в одной точке у нас может быть как одна точка, так и несколько, 4 даже. И вот я хотел создать вот этот массив for memory, чтобы, когда мы проходимся, допустим, от точки 0, 1, 2, 3 и так далее, то этот массив наполнялся теми элементами, которые мы уже прошли, чтобы потом в дальнейшем сравнить дистанцию от на данный момент итерируемой точки, допустим, 10 к 1, ко 2, к 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. От 11 к 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. И если дистанция это будет больше, допустим, нескольких миллиметров, то, соответственно, не создавать цилиндр там. Но почему-то то ли я неправильно написал этот цикл, то ли он действительно настолько, даже правильно написанный, настолько ресурсозатратный, что я от него в итоге отказался. То есть, здесь я немножко пытаюсь вспомнить, как это вообще, не вспомнить, а понять, как это сделать. Вот у меня есть нулевой элемент массива, еще for memory он пустой, если то я пушу первый элемент, нулевой элемент массива точек стекла. Дальше я добавляю второй, третий и так далее. Но с каждой итерацией наполнения массива for memory у меня, соответственно, увеличивается и цикл прохождения по нему. Соответственно, каждая следующая точка будет увеличивать итерацию прохождения по массиву for memory на 1. А так как это достаточно, видать, труднозатратная операция для компа, почему-то получилось. Хотя, в принципе, там 800 всего точек, я не понял, почему так. Но, тем не менее, я даже отключал видео, пытался загрузить сцену, но почему-то то ли я затупил, уже просто была ночь глубокая, и я, возможно, затупил, то ли действительно этот код сильно нагружает систему, и мне не удалось, в общем, решить эту проблему. И в итоге получается, что в одной точке стекла создается несколько этих линий, что меня, конечно, дико бесит, но пока на данный момент оставляю так. Вот так можно вычислить дистанцию от одного вектора к другому и получить разницу. То есть мы просто создаем один вектор, создаем вектор второй, пишем distance to, и все. Разница получается, допустим, если я выставлял больше 5, то не создавать точки рядом. Хотя, видите, все равно они создаются почему-то.
Если я сделаю distance больше 20, допустим, то все равно почему-то они создаются. Короче, в итоге получается так, что итерация по массиву проходит, но точки, они как бы в этом массиве лежат в очень диком разбросе, то есть они не идут подряд от верха, допустим, к низу или от левой к правой части, они идут каким-то просто идиотским способом, ну, допустим, просто рандомно как-то набросано туда. Поэтому как это сделать правильно, до меня так и не дошло, и я на это забил. Потому что, по сути, задача моя выполнена, но единственное, что нужно было оптимизировать тогда уже само стекло, то есть взять стекло в блендере, каждую из точек, которая лежит одна на одной, просто соединить, и таким образом и код облегчить, и себе жизнь. Но, естественно, это не продакшн как бы версия, поэтому я не стал так заморачиваться. А для понимания вашего этого и так достаточно, потому что как бы я сделал так сверх того, что хотел на данный момент, по крайней мере, точно. Как видите, я тут все-таки пытаюсь это починить. И у меня даже зависает, просто вот видите, наглухо зависает браузер. Потому что комп записывает видео при этом, ну, даже если без записи видео, все равно браузер дико зависает, и я даже не понимаю, почему, хотя, по идее, там не такая уж и трудно затратная операция. Там всего лишь, ну, я не знаю, как это точно вычислить, если каждый из последующих прохождений по циклу шагов, он увеличивается на 1. А потом увеличивается еще, допустим, на 2, потом на 3, потом на 4, на 5 и так далее. В общем, как в итоге какое число получается, я не могу посчитать, потому что я не знаю, честно, я не могу. Просто не могу. Вы уж простите меня за это. Ну и, короче, в итоге получается там какое-то, наверное, дикое число, вплоть до там нескольких миллиардов, может, скорее всего. И поэтому комп зависает. Теперь меня начинает бесить то, что получается линии, которые анимируются и которые улетают как бы вглубь шлема, они внизу остаются видимыми. То есть верхние линии, они улетают за него и перестают быть видимыми. А сзади они накапливаются, получается, и внизу. И остаются быть видимыми. И меня это бесит. И я пытаюсь, опять же, увеличить расстояние, но как-то это не особо парит 3GS, что я пытаюсь увеличить это расстояние, оно всегда остается прежним, по сути. И вот тут я решаю пойти на такой хак, чтобы убрать лишние нижние линии, которые должны улетать, как бы их не должно быть видно. Я делаю вот такой вот plane, красный пока, и им я скрою задние линии. То есть, по сути, они будут улетать точно так же, как и вверху шлема, за этот лист. И перестанут быть видимыми. И тогда все как бы будет четко. Единственное, что мне нужно было его изначально добавить к самому шлему, чтобы этот лист анимировался вместе со шлемом, то есть переворачивался по Y оси. Ну и в общем вот такие вот дела. По идее, в принципе, приблизительно то, что я и хотел. Единственное, что я здесь попытался добиться именно 100% результата, чтобы этот лист четко перекрывал те линии, которые ушли. И вот такой вот результат получился у меня. Надеюсь, вам было интересно, познавательно, и до скорых встреч.